Быстрые, ловкие и неуловимые создания, показывающие невероятные акробатические трюки. Тем не менее, у них множество естественных врагов, и порой, чтобы разобраться с проблемой, приходится действовать наверняка. И это тот случай, когда охотник может стать жертвой. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – белки. Семейство беличьих насчитывает свыше 300 видов, которые расселились почти по всему земному шару. В зависимости от вида длина тела грызунов может составлять от 6 до 60 сантиметров. Но все они имеют схожее строение тела и отличаются невероятной подвижностью и гибкостью, которой позавидует большинство соседей. Значительную часть семейства составляют древесные белки, невероятно ловкие обитатели самых высоких деревьев, которые с легкостью перепрыгивают с ветки на ветку, показывая удивительные акробатические навыки. У них немало естественных врагов, самыми опасными из которых являются куницы и крупные хищные птицы. И именно моментальная смена направления вместе с виртуозным владением гибким телом зачастую спасают грызуну жизнь. Древесный образ жизни наделил этих созданий способностью разворачивать задние лапы наружу, что заметно повышает возможности лазания. Сусликам или земляным белкам приходится куда сложнее, ведь им следует опасаться не только воздушных хищников, но и наземных соседей. К счастью, развитая система подземных укрытий позволяет защититься от большинства неприятелей, но некоторые из них наделены способностью проникать в самые укромные места. И в этом случае мать приложит все усилия, чтобы защитить потомство. Когда дело касается малышей, этих животных можно считать в полной мере бесстрашными, ведь белка преграждает путь рептилии и отвлекает ее внимание на себя. Невероятно быстрая реакция позволяет уклоняться от стремительных выпадов. Исход битвы решают доли секунды, но каждая молниеносная атака успешно пресекается. Таким образом, белка изматывает змею, которой вовсе не нужны лишние трудности при поиске добычи. Поэтому велика вероятность, что после такого поворота событий рептилия поменяет свои планы, чтобы найти менее проблемную мишень. Белки, живущие бок о бок с самыми ядовитыми пресмыкающимися, придумали особую тактику, чтобы избежать нападения. Обнаружив кожу змеи, они не проходят мимо, а начинают тщательно пропитывать себя ароматом главного врага. Змеи видят не лучшим образом, и обоняние их главный помощник при выборе цели. При этом они вряд ли заинтересованы в нападении на себе подобных, поэтому такая маскировка помогает находчивым белкам проскользнуть незамеченными. При этом отдельные виды семейства не только не боятся встречи с хладнокровными созданиями, но и готовы вступить с ними в бой. Как и все грызуны, белки обладают необычайно острыми, растущими всю жизнь зубами, которые являются очень эффективным оружием, в том числе против закованных в чешую рептилий. Хотя основной рацион белок состоит из орехов, семян, фруктов и грибов, отдельные виды время от времени проявляют хищническое поведение. Поэтому поверженные животные также могут стать обедом грызуна, особенно если это небольшие и не ядовитые змеи. Справиться с крупным противником не так просто, и даже если змея признает поражение, ее размеры слишком велики для острых зубов. Поэтому рептилия предпочитает спешно скрыться из поля зрения бесстрашного и агрессивного зверька. Особое значение при схватке с рептилиями играет пушистый хвост. Он помогает белке оказаться намного крупнее, что может стать проблемой для змеи. Размахивая хвостом в разные стороны, грызун не только сбивает с толку противника, но и разгоняет кровь, увеличивая температуру подвижного органа, что позволяет переключить внимание рептилии с более важных частей тела. Подобный отвлекающий маневр часто становится решающим в противостоянии, и даже без прямого контакта белка способна впечатлить соперника, который вряд ли захочет ввязываться в драку.
Капские земляные белки часто встречаются лицом к лицу с местными кобрами, одними из самых ядовитых змей планеты. И вновь невероятно пушистый хвост, используемый в качестве щита, помогает отвлечь внимание. Белки не терпят присутствия столь опасного врага на своей земле, поэтому самые смелые и опытные за считанные минуты выводят змею из себя, и она спешит найти более безопасное место. Когда змея настроена слишком решительно, в дело пускаются острые зубы. К сожалению, даже для ловкой белки такая мишень чрезмерно опасна, и обезвредить ее вряд ли получится. Но плюсом в этой ситуации может стать появление куда более свирепого в отношении змей соседа. Ведь мангуст – наиболее умелый охотник на рептилий, и именно он может спасти беличье семейство. В регионах с теплым климатом белки активны круглый год, но обитатели северного полушария предпочитают пережидать холода в спячке. Древесные белки, в отличие от наземных родственников, не впадают в спячку. Они лучше многих приспособлены к суровым зимним условиям. Пышный мех позволяет белке пережить самые сильные морозы, а активный образ жизни помогает не остаться голодной. При этом экстремальную погоду белка пережидает в предусмотрительно выкопанных туннелях. Эти грызуны известны своей привычкой заготавливать запасы на зиму. Однако уже через полчаса зверек забывает, куда был спрятан очередной гриб или орех. К счастью, тщательные поиски помогают случайным образом обнаружить большинство спрятанных трофеев, а значит, у белки есть все шансы дожить до весны. Брачный сезон знаменуется выяснением отношений на самой головокружительной высоте, где конфликтующие самцы пытаются добиться расположения самки. Эти животные славятся своей плодовитостью, ведь бельчата появляются на свет дважды, а порой и трижды в год. Им хватает всего пары месяцев, чтобы из беспомощных крохотных комочков превратиться в самостоятельного охотника за шишками и орехами. Конечно, не всем суждено дожить до зрелости, ведь множество соседей не прочь поохотиться на беззащитных грызунов. В любом случае, развитые рефлексы, плодовитость и находчивость делают популяцию семейства более чем успешной, и сегодня большинство видов белок находятся вне опасности. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!